Что вы знаете о Мальдивах? Это роскошные резорты посреди Индийского океана, кристально чистая вода и крупнейшее в мире коралловое государство, которое так привлекает дайверов со всего мира. Рай для миллионеров, которые приезжают сюда понежиться на белоснежном песочке и провести здесь свой медовый месяц. Но я не миллионер, поэтому вместо шикарного резорта мы будем жить на локальном острове, по соседству с коренными мальдивцами. В своем путешествии я развею миф, что Мальдивы – это скучно и дорого. Покажу вам потрясающий подводный мир, расскажу о жизни местных и поплаваю с акулами в открытом океане. И все это за 150 тысяч на двоих. Сомневаешься? Погнали смотреть. До Мальдив можно добраться бахрейнскими авиалиниями Gulf Air за 340 баксов с человека в обе стороны. Новенькие аэробусы 320 Neo с комфортом доставят вас в аэропорт города Мале. А так как полет у нас был долгим, то мы увидели и закат где-то над Ираком, и рассвет ближе к Мальдивам. Оба были просто топчик. Оказавшись в столице Мальдив, вы можете арендовать гидросамолет, если вы богатый турист и у вас запланирован отдых на резорте. Для примера, до резорта под названием Курамати Мальдивс, который находится рядом с нашим локальным островом, стоимость такого трансфера составит 345 баксов. Время в пути всего 20 минут. Так куда же поехать на Мальдивах, чтобы увидеть тот самый рай? Куда угодно, но подальше от Мале. Мальдивы предлагают три варианта отдыха. Первый – это острова-резорты. Второй – это локальные острова, где живут местные. И третий вариант – это лайфборд, отдых на яхтах. В своем выпуске я более подробно расскажу вам про самый бюджетный из них. Мы прилетели на локальный остров Разду. Погнали! Самым дешевым трансфером до локальных островов будет Local Ferry. Стоимость всего $4, в пути 3 часа. Ферри, кто не знал, это паром, а Local, потому что ездят на них в основном местные. Кстати, посмотрите, Local отдыхает. Но чтобы на нем доехать, вам сначала нужно добраться из аэропорта до столицы Мале на еще одном ферри. Сперва покупаете билет вот здесь, стоимость поездки $1, затем садитесь на эту лодочку и за каких-то 10 минут попадаете в столицу. Также добраться можно наземным транспортом на автобусе или, как это сделали мы, на такси за $6. Добравшись до столицы, нас ждало первое разочарование. В этот день дешевый паром был отменен. И нам ничего не оставалось, как взять спидбот. Это такие скоростные лодки. Мы сейчас отправляемся из столицы Мальдив Мале на наш остров. Мы будем отдыхать на локальном острове, который называется Разду. Мы взяли себе вот такой вот спидбот, который находится сзади меня. Цена для туристов фиксированная. Нам озвучили цену в $40 на человека за трансфер в одну сторону. Достаточно дорого, но альтернативных вариантов просто нет, потому что сегодня локальный транспорт, к сожалению, не ходит. Придется раскошелиться. Поездка займет порядка 1,5 часов. До отправления оставалось немного времени, и мы решили часок поглазеть, как живут люди в столице. Но делать там откровенно нечего. В глаза бросилось только огромное количество байков, что неудивительно, учитывая, что мы находимся в Азии. Ну и, пожалуй, этот минарет немного зацепил мой глаз. Спустя 2 часа, наконец, стартуем на наш локальный остров Разду. Проезжая мимо дорогущих резортов, хочу вас предупредить, что спидбот такое себе удовольствие, и людям с морской болезнью эта поездочка длиной в 1,5 часа покажется адом. Лодку кидает на волнах с такой силой, что думаешь, хорошо бы вообще добраться живым. На этом отдыхе я буду много говорить о людях на Мальдивах. Они стали самым большим открытием для меня, а это на кадрах помощник капитана со своей дочкой. А мы тем временем подплываем к нашему острову. По приезду всех туристов встречают вот такие баги. Мы сгрузили туда свои вещи, а сами решили пройтись пешком и осмотреться. Было уже обеденное время, и сразу бросились в глаза пустынные улицы и длинные волосы у всех мужчин. Вот реально, почти у всех. Не знаю, с чем это связано, но спрашивал у них, они и сами этого не знают. Вот такой вот тренд. По дороге в наш Гест встретили этого красавца, который был привязан к пальме. Как нам объяснили, он кусает прохожих. В общем, хоть дорога от пристани и заняла всего 5 минут, но мы уже успели влюбиться в Разду. Давайте расскажу, что такое гестхаус.
Из перевода нетрудно догадаться, что это гостевые дома. Когда на локал-острова разрешили приезжать туристам, а это произошло чуть больше 10 лет назад, то местные не растерялись и понастроили отелей на любой вкус и кошелек. Вот и на Разду их огромное количество. Хочу познакомить вас с Шахуной. Она много чего интересного нам поведала. Посещение резортов было разрешено в начале 80-х, но локал-туризм образовался совсем недавно, в 2000-х. Не помню точно, но не очень давно. Во время пандемии перемещения и путешествия между островами были полностью запрещены. Но недавно, так как большинство мальдивцев были провакцинированы, правительство сняло запреты, и локал-туризм был возобновлен. Сейчас ситуация с коронавирусом значительно лучше, и нам позволили снова запустить бизнес при соблюдении особых рекомендаций. Правительство очень строго относится к соблюдениям этих требований, и мы, конечно, соблюдаем их. А мы тем временем подошли к нашему гесту. Наверху вечером потрясно встретить закат под вкуснейшие коктейли. Так, ну все, мы на месте, прибыли в наш отель, нам здесь такой вот welcome drink сделали, очень прикольный, с приездом. Так как на Мальдивах отдых островной, то вам необходимо либо выбрать себе недорогой резорт, но делать это нужно заранее, либо поступить так, как мы, и забронировать себе гестхаус на локальном острове. Наше жилье обошлось нам в $700 за 7 дней на двоих. Покупая готовый тур, вы сильно переплачиваете за жилье. Найти гестхаус на локальном острове вы можете либо по системе полупансион по питанию, либо даже все включено. Здесь нужно поискать. Обязательно в описании приложу ссылку на наш гестхаус. Посмотрите. Давайте в двух словах я вам покажу, как он выглядит изнутри. Кстати, у него рейтинг на букинге аж целых 9,4. Вот такая вот просторная, на мой взгляд, комната. Очень уютная и стильная. Это такой лофтовский стиль. А теперь самое главное, что я хочу показать, это ванна. Она здесь просто потрясающая. Погнали! Вот так вот она выглядит. Тоже очень такая минималистичная вся. Никакой шпаклевки, вот чисто стены оштукатурили и все. И самая кайфовая вещь, которую я хотел показать в нашей душевой, это вот такая вот потрясающая тема, когда душ переходит просто в улицу. Это очень здорово. Ну и, конечно же, я должен сделать вот так. Для сравнения, на расположившемся по соседству с нами резорте Курамати Мальдив цена за ночь стартует от $600, если бронировать заранее. Это практически равняется стоимости нашего недельного размещения на Разду. А мы после заселения непременно отправляемся на знаменитые мальдивские пляжи, которые все привыкли видеть вот так. Но пляжи на локал-островах выглядят иначе. С первых минут они напомнили мне деревню у бабушки. Даже гуси есть. И жизнь беззаботна, и никто никуда не спешит. А на пляжах собрали кучу старых вещей, которые вряд ли уже пригодятся, но выкинуть жалко. Давайте подробнее расскажу про наш локальный остров Разду. Он входит в состав атолла Алиф-Алиф. Атолл, если простым языком, это область, которая объединяет группу островов. Мальдивы делятся на 26 атоллов, а всего островов вот такое количество. Разду является одним из самых известных мест для дайвинга на Мальдивах. Расстояние до столицы Мале всего 56 километров. Размер острова примерно 500 на 600 метров с населением 1500 человек. Однако вы не почувствуете, что на таком маленьком клочке суши проживает так много людей. Пляж на Разду не очень большой, длина его около 100 метров, и он меньше, чем на соседних локал-островах у Клухас и Тодду. О Тодду я расскажу позже. Загорать, кстати, можно не везде. Не забывайте, что попадая на Мальдивы, вы оказываетесь в мусульманской стране. И загорать здесь можно только в специально отведенных местах, которые называются бикини-пляжами. Примерно вот так он будет обозначен. Для туриста на острове есть вся необходимая инфраструктура. Несколько продуктовых и хозяйственных магазинов, сувенирные лавки, госпиталь и аптека, банк с
прилегающим к нему банкоматом, выдает только руфии, полицейский участок. Также на острове есть 3 туристических кафе, меню и цены более или менее одинаковые. Это кафе наш фаворит. Попить кофе здесь просто кайф. К тому же находится сразу на причале и мимо него не пройти. Так как остров Разду популярен у дайверов, здесь собрано огромное количество дайвинг-центров, и это самый популярный бизнес у местного населения. Стоимость, как и сервис, различаются. Имеется фитнес-центр прямо под открытым небом. Чтобы кто-то там занимался, я правда не видел. Одним словом, здесь есть все, что так привычно обычному городскому жителю. О досуге на локал-островах. Аренда САПа стоила на нашем острове $10 в час. Но САПы, как и другой инвентарь, оставляют желать лучшего. Какие же активности существуют на локал-островах? Точно такие же, как и на дорогущих резортах. Это дайвинг, это снорклинг, вы можете поплавать с мантами или акулами. Но помимо всего этого, вы можете арендовать сап-бот. Мы пошли другим путем и привезли свой собственный сап сюда. Не знаю, сколько времени заняла его накачка, да и не важно, айда плавать. Здесь ты можешь поплавать на сап-борде. А это, кстати, моя любимая жена. Уф, вы только посмотрите, какого цвета эта водичка. Можно поснорлить с маской. А полюбоваться здесь есть на что. Мальдивы славятся красивейшими подводными обитателями, и выбирая локальный остров, мы в первую очередь смотрели на наличие домашнего рифа. Домашний риф вдоль острова Разду считается одним из живописнейших. Видите, где океан уходит в темно-синее? Там вы найдете домашний риф и лучший снорклинг. Какой же удивительный этот подводный мир Мальдив. Какое здесь множество диковинных и забавных рыб. А главная фишка домашнего рифа, что здесь вы можете абсолютно бесплатно поплавать с рифовыми акулами, которые подплывают очень близко к берегу, но абсолютно безопасны для человека. Вечером мы решили познакомиться с нашим островом поближе. Он утопает в зелени, и в отличие от островов-резортов, где почти вся растительность завезена из других мест, тут она выросла в естественной среде. На каждом острове обязательно есть вышка, которая является поставщиком электричества и связи. На Разду их аж целых 2, так как одна из вышек питает соседний резорт. Также на каждом локальном острове обязательно есть мечеть с минаретом, откуда во время вечернего намаза издаются волшебные мотивы. Затем прогулялись вдоль пристани. Посмотрели, как местные рыбаки кормят рифовых акул, любят свою скотину. Ну а закрыли первый день мы прекрасным закатом. Всем утро доброе. Сегодня наш второй день на Мальдивах. Посмотрите, сзади меня какая просто красотища. И вот на этой терраске мы будем каждое утро завтракать. Хочу показать, как выглядит местный локальный завтрак. Он достаточно такой классический, я бы сказал, британский. Это омлет, это какая-нибудь сосисочка, фрукты, и делают здесь очень прикольный сок с гуавой. Наш второй день мы решили провести также на пляже. Хотел вам рассказать интересную вещь. Здесь, в отличие, например, от той же самой Кении, можно безопасно оставлять свои вещи. Мы вчера после наших покатушек оставили наш САП буквально на виду у всех людей, живущих на острове. Вот вы видите наш отель, и на соседней, прилегающей к нему территории, мы припарковали свое суднышко для того, чтобы оно просушилось. Я спросил у нашего рецепциониста, безопасно ли это. Он мне сказал: вообще не парьтесь, можете оставлять вещи где угодно, никто и ничего не возьмет. Я могу предположить, что это в силу религии, потому что они здесь мусульмане, и у них это очень большой грех. Может быть, просто другое воспитание. Но, в общем, круто. Все наши вещи на месте.
САП целый невредимый. Мы сейчас берем его и отправляемся на второй день. Преступность есть везде. Ведь так? Там, где есть человек, есть преступность. Но мы практически не имеем такого здесь, потому что все острова разделены. У нас это не массово, как, например, в столице. Там могут встречаться кражи, воровство и разные криминальные ситуации, но убийства практически отсутствуют. Какое-то время назад убийства случались, но совсем редко. Может быть, 3-5 человек в год умерли при таинственных обстоятельствах. Но вообще, Мальдивы очень безопасное место. Что точно бросится вам в глаза с первых минут пребывания здесь, это огромное количество табличек, которые полюбились мне с первого дня. И основной посыл надписей на них – приучить как местных людей, так и туристов не мусорить и заботиться о чистоте здешних мест. Раньше локал-острова были довольно грязными, но в последнее время чистоте здесь уделяется пристальное внимание, хоть и может кое-где встретиться мусор. Так как остров совсем маленький, а жителей на этот клочок земли достаточно много, то уверен, у вас возник вопрос, куда девается такое количество мусора? Знакомьтесь, остров Тилафуши. Еще не так давно мусор со всех островов свозили именно сюда. Но затем мусора стало столько, что ежедневно его площадь увеличивалась на 1 квадратный метр. Часть мусора попадала в воду и наносила непоправимый вред окружающей среде. В итоге, в 2011 году был введен запрет на вывоз сюда мусора. Сейчас же большая часть мусора вывозится на переработку в соседнюю Индию, а часть, такого как сухая листва и ветки, сжигаются прямо на пляже. На Разду, кстати, есть центр по переработке отходов. Вот как он выглядит. Как по мне, пляжи достаточно чистые. Но привередом и чистоплюем лучше сразу поехать на резорт. Интересный факт хотел рассказать. Сегодня, значит, заобщался с 2 пакистанцами на пляже. И выяснилось, что все пакистанцы, которые здесь, они переживают 2-недельный карантин перед тем, как отправляться в Саудовскую Аравию. И после этого я еще встретил хозяина одного из гестхаусов, он мне рассказал всю эту историю более подробно. В общем, суть такая. Очень много пакистанцев и индусов работает в Саудовской Аравии. И Саудовская Аравия настолько боятся за свою безопасность, что обязуют сейчас в период карантина всемирного сидеть здесь и пережидать 2 недели пакистанцев и индусов. Представьте, вот так нам бы обязали пару недельчик где-нибудь на Мальдивах пересидеть в качестве такого вот карантина. Я бы точно не отказался. Вот эта красавица на протяжении всего нашего отдыха была рядом. Видимо, мы ей так полюбились. Давайте расскажу про домашних питомцев на Мальдивах. На Мальдивы нельзя приезжать с питомцами, я имею в виду собак. Местным также запрещено их заводить. Единственное, у кого могут быть собаки, это военнослужащие, у которых есть специально обученные собаки. У нас нет собак, но есть кошки. Потому что мальдивцы очень расслабленный народ, и кошки такие же. Это правда? Да, у нас очень много кошек, но нет собак. Собаки есть в аэропорту, но не на локал-островах. Да, нам не разрешено иметь собак. Даже когда приезжают туристы, то им тоже не разрешается привозить собак. Это из-за нашей религии. Все население нашей страны имеет религию, которая запрещает заводить собак и даже их трогать. В начале своего путешествия я обещал рассказывать о местных жителях. И поверьте, здешние люди заслуживают того, чтобы петь про них баллады. Вы можете подумать, что мальдивцы самый ленивый народ. Скажу так, и да, и нет. На острове я насчитал с 50 гамаков и разных валятельных штук типа этой, где местные постоянно прозябают. Но если за ними понаблюдать, то вы поймете, что это очень творческие люди, как, например, вот этот местный художник, который оформлял стену будущего дайв-центра. А это Буги, наш друг и местная звезда. Сейчас у него свой отельный бизнес, а также он организует экскурсии.
Но раньше он профессионально выступал с традиционным музыкальным направлением, которое называется драм. Только посмотрите на это. Но в целом мальдивцы такие же, как мы. Также любят играть в футбол. Любят настолько, что строят еще одно футбольное поле, которое займет 6-ю часть его острова. Вы только представьте. А по вечерам мальдивцы смотрят футбол всей деревни, растянув проектор. В тот день, кстати, играла Ямайка. А мы с вами давайте вернемся на белоснежные мальдивские пляжи. И я поделюсь, чем же еще можно себя занять, находясь на локал-острове Разду. Несомненно, нужно отправиться на соседний остров в виде косы под названием Сэнд-Бенд. Это самая дешевая экскурсия в нашем отеле. А пока мы едем, давайте расскажу про цены на экскурсии. Цены на экскурсии здесь просто дико кусачие, плюс к каждой экскурсии вам добавляется еще комиссия в виде таксы государства. Это 22% целых. Мы сейчас взяли себе экскурсию, поездка на песчаный пляж, которая стоит 22 бакса на человека. И к стоимости 44 бакса за двоих добавляется еще плюсом 22%. Вы прикиньте, сколько здесь платят налогов. Это просто жесть. У нас введен процент государства, а также сервисный сбор. Один из налогов включен на все продукты. Этот налог составляет 12% и уходит в государство. Так называемый налог на добавленную стоимость. Этот налог платят абсолютно все, даже лечебные учреждения. А 10% – это сервисный сбор. Ты платишь за сервис, который мы предоставляем гостям. Также еще есть так называемый зеленый налог – $6 с человека в сутки. Обычно эти деньги идут на улучшение окружающей среды. А мы тем временем причалили к острову. Инфраструктуры на острове никакой, даже место для вещей пришлось самому обустраивать. Но попадая в такое райское место, закрываешь глаза на все эти мелочи. Вы только посмотрите, какая водичка. И снорклинг здесь что надо. Мы сейчас на песчаном пляже. Он находится в 5 минутах езды от нашего локального острова Разду. Это своего рода такой малюсенький островок, на который возят туристов, чтобы они могли поснорлить. Здесь очень такой приятненький риф находится. Если вы видите сзади меня такой перепад цветов, то вот где такая более синяя часть, там очень красивый риф, где нам посчастливилось поплавать с рыбками, покормить их. Это очень здорово. И вот такая вот песчаная коса сзади меня раскинулась, метров на 200, наверное. В общем, место прям must have, если окажетесь на Разду. А мы тем временем движемся дальше. Помимо снорклинга и классического дайвинга, вам предложат поплавать с мантами. Этим славятся Мальдивы, и мы, не думая, согласились на приватную экскурсию за 60 баксов с человека. В этом месте много мант? Обычно, да. Сейчас мы проверим, насколько ты удачлив. Погода уже второй день не очень сильная волна, но мы решили рискнуть, потому что у нас не так много дней. Ребята привезли нас в место, где обычно бывают манты. Скажу честно, мант мы не увидели. Все из-за смены сезона и предстоящих штормов. Но показать вам кадры этих удивительных созданий я обязан. Съемкой со мной поделился наш друг Буги. Манты или морские дьяволы питаются планктоном и являются фильтраторами океана. Для человека они абсолютно безопасны, хоть и выглядят угрожающе. Днем зачастую плавают на мелководье, а ночью уходят на глубину. Поэтому их можно увидеть даже во время снорклинга на домашнем рифе. Хоть нам и не посчастливилось повстречать мант, зато увидели сразу несколько большущих черепах. Подводный мир на Мальдивах – просто фантастика. Не буду больше ничего говорить, смотрите и наслаждайтесь.
Офигенно. В тот день я окончательно влюбился в мальдивский вайб и ту легкость, с которой местные относятся к жизни. Сам посуди. Кто здесь не на релаксе? Люди так тяжело работают, получая при этом стресс, а затем приезжают на Мальдивы расслабиться от всего этого, и они получают это здесь. А мы живем здесь, и поэтому мы всегда расслаблены. Мальдивцы очень дружелюбные и открытые. Каждый из нас, без исключения, если ты встретишь мальдивца на улице, то он улыбнется тебе. Каждый поговорит с тобой, и если нужно, поможет. Это наша особенность, каждого из нас. Поэтому мы всегда очень расслаблены, и мы любим получать удовольствие от жизни. Скажу сразу, что этот вечер был последним, который мы провели на релаксе. В следующем выпуске мы отправимся на местном транспорте на еще один локальный остров – Тодду. Увидим, как растут огурцы в мальдивском огороде, останемся без денег. Денег у нас осталось всего 70 руфий или $4. А также нам придется работать за еду на ферме. Застрянем на острове и пропустим свой рейс из-за непогоды и отсутствия сообщения в океане. Не забывайте подписываться и поддерживать видео комментариями и лайками. Это поможет моему каналу развиваться дальше. Спасибо за просмотр. Все, пока.